Я, друзья, даже не думал, что я уже буду записывать видео на эту тему. Как мне казалось, этот вопрос уже как бы ушел за ненадобностью в бытие, но в последнее время некоторые мои клиенты, некоторые ребята, с которыми я общаюсь, и даже молодые ребята, которые интересуются покупкой яхты, начали вспоминать слово «центральный кокпит». Я не знаю, с чем это связано. Может быть, просто прошла в ютубчике тема с центральным кокпитом или еще чего-то. Я решил выпустить это видео. И сегодня мы поговорим, что такое центральный кокпит и вообще нужен ли он в данном современном мире, друзья мои. С вами Саша Горан. Вы на канале Интерпарус. Мы в Ля-Рошеле, в порту Миним. Поехали! Когда я в молодости мечтал о парусной яхте и изучал как бы темы, однозначно центральный кокпит был в фаворитах. И было это давно, поскольку я уже человек такого почетного возраста. Тогда это было как бы достаточно понятно, востребовано. Но нужен ли сейчас центральный кокпит? Во-первых, что такое центральный кокпит на однокорпусной яхте? Это вот такое защищенное пространство, небольшой штурвал стоит как раз ближе к центру. Чем он хорош? То есть волна спереди типа тебя обходит, волна с кормы тебя не достает. Ты вот находишься ближе к центру, в самом менее качаемом месте яхты. И, соответственно, было огромное количество верфей, которые делали центральные кокпиты. Более того, я скажу, наверное, все верфи имели в своей линейке яхты с центральным кокпитом. Бенету, даже 36-я, Бавария, даже Бавария, Дюфор, все имели в своей линейке центральные кокпиты на однокорпусных яхтах. Кроме того, центральный кокпит нам дает возможность разместить большую кормовую каюту. В корме качает меньше, чем в носу, и, соответственно, многие выбирали себе такие лодки. Опять же, центральный кокпит был интересен для яхтсменов, которые ходили на дальние дистанции, кругосветки и так далее, и так далее. Соответственно, это был их плюс. Почему же сейчас, друзья мои, ситуация начала меняться? Почему центральные кокпиты оставили только считанные компании у себя в производственной линии? Но на это есть объективные причины. Как я сказал, центральный кокпит выбирали круизеры для дальних дистанций, то есть для дальних переходов. Времена были смутные, тяжелые, автопилотов нормальных не было. То есть они постоянно отключались, они ломались, выходили из строя, ели огромное количество электроэнергии. Ты должен был быть возле руля, а иногда просто ты обязательно должен рулить. Второй вопрос. Была огромная проблема с предсказаниями погоды. Достаточно приличных прогнозов погоды не было, поэтому ты шел, ты не знал, что тебя там ждет. То есть ты должен был быть защищен очень так, по-серьезному. Сейчас же все автопилоты достаточно качественные, очень экономичные. Более того, на дальние дистанции ставят дублирующие автопилоты, если кто-то все-таки решил. По поводу современных дальних переходов я могу привести один пример из своей жизни. Когда-то я помог парню устроиться на работу шкипером на современную яхту. Он выходец из Никопольского яхт-клуба, и в основном он работал на таких стареньких лодках. Он был спортсмен. Лодки были вот старенькие, польские. Мы перегоняли лодку из Турции в Черногорию, и он пришел полностью задраенный вот на первую вахту в штормовом костюме. Я ему: Серега, ты чё? Говорит: вот я буду сейчас стоять на вахте. Ну, говорю, окей, мы вышли, ночь, включили автопилот, у нас был обзор, и я говорю: ну, пошли, вот сядем там в углу в кокпите или спустимся вниз. Он: как это? Я говорю: вот так это. Автопилот делает все, радар у нас включен, АИС у нас включен. И, соответственно, говорю, ну, выходим, сделали обсервацию, зашли, к штурвалу не подходим. И это вот его как-то совсем, собственно говоря, сломало ему восприятие. Да, с тех пор вот его штормовой костюм висит просто в шкафу.
В моих переходах через Атлантику, друзья мои, но у штурвала мы практически не стояли. Разве что, когда мы тунца ловили. Все делает автопилот. У тебя есть полная система контроля. Ты видишь все. Сейчас еще камеры достаточно мощные можно поставить. Но редко вы подходите к штурвалу. Это надо признать. Поэтому вот такая как бы ситуация с дальними переходами. Штурвал вам очень нужен, когда вы здесь в Марине, либо когда вы в гонке. Тогда вы стоите за штурвалом. А если вы в гонке, вам наоборот штурвал должен быть в корме, чтобы вы наблюдали за ситуацией. И в то же время, как я сказал, на маневрах в Марине, когда вы заходите, тогда вам достаточно легко контролировать, и вы все видите. И кроме этого, сейчас мы можем получить прогноз погоды практически везде и достаточно точный на ближайших 2-3 дня в Средиземке. Если мы оперируем короткими дистанциями, то мы можем в принципе полагаться уже на более точный краткосрочный прогноз. Поэтому, собственно, вот такой вот у нас получился поворот. И произошел он лет так 15 уже назад. Где-то еще востребованы и такие лодки нужны, если мы говорим о небольших лодках. Это может быть Балтийское море, Северное море. Наверное, да, там это возможно и нужно. Но, опять же, там короткие переходы, собственно. Поэтому я смотрю, что даже в Скандинавии большинство лодок, они вот с нормальной уже современной компоновкой. Какие же минусы у центрального кокпита? Номер один – это пространство. То есть реально, больше 4 человек вы не посадите. Даже вот на 55-й Амеле достаточно маленький будет кокпит. Как мне рассказал один мой товарищ, он зашел в Марину, общается с соседями, и он говорит, пожилая пара с большим лабрадором. И говорит, когда лабрадор размещается, то они там уже ютятся в этом центральном кокпите. Достаточно им там скучно. Второй минус мне обозначил мой клиент. Он когда-то у меня купил Дюфор 385 и мечтал об Амеле, да, то есть вот я ему эту Амель очень даже нахваливал. Это было лет 16, собственно говоря, назад. Он провел активно первый сезон со своей супругой на своем Дюфорчике 385-м. Мы в очередной раз в Дюссельдорфе, я его затягиваю на Амель, и он начинает говорить, да, классная лодка. Потом начинает говорить, а вот при швартовке, как это моя Лена будет скакать с этой высоты? А как я успею ей помочь? А как мы швартовую операцию будем делать? Собственно, это второй минус. То есть, когда вы швартуетесь, центральный кокпит несет, опять же, одни минусы, потому что вы очень далеко от бортов, в которых вы защищены, находитесь. Поэтому, это важная штука. Если вы ходите в основном по Средиземке, как 95% яхтсменов, то, ребятки, будет достаточно проблематично со швартовками. Когда вы будете проходить тест-драйв Амели, вы увидите, что швартовые здесь висят на специальных кронштейнах на понтоне, для того, чтобы легко и быстро вы могли пришвартовать лодку. Вопрос с центральным кокпитом во многом он исчерпан, потому что люди хотят простор, люди живут сейчас в кокпите, и кокпит действительно должен быть открытый, прекрасный. И кроме того, друзья мои, сейчас появились хардтопы, которые защищают вас от солнца. Можно натянуть либо закрыть частично ваши боковушки. В итоге вы будете достаточно защищенные даже в небольшом переходе. Вот вы можете посмотреть на тот же 44-й, 48-й Дюфор. Заказав вот такой хардтоп, вы увидите, что в принципе у вас даже такой шикарный кокпит будет защищен.
Второй вопрос, друзья мои, это кормовая каюта. Все говорят, блин, какая красота, вот большая кормовая каюта. Но в то же время я могу обратить внимание на то, что такие производители, как Swan, Solaris, Grand Soleil, они начали делать каюты хозяина, мастер-каюты ближе к центру, то есть за мачтой. Нельзя сказать, что это полный, скажем, нос, да, бак. Но вот они начали, собственно, их переносить туда. Опять же спросим, а почему? Я могу вам ответить на этот вопрос со слов своих клиентов. Потому что мои клиенты, владельцы лодок, они достаточно активно пользуются своими яхтами, за что я им очень благодарен. Мне это очень нравится, да, что эти лодки не стоят вот прикованные, да, как опять же вот здесь, а ходят, активненько ходят, то очень часто слышишь, что когда ты кормой пришвартованный в Средиземке, есть две проблемы в кормовой каюте. Во-первых, когда кто-то решил в кокпите посидеть, либо друзей пригласить пивка попить, то топот этот слышен. То есть ты стоишь кормой к понтону, в кокпите кто-то бродит, тебе не дадут выспаться. Второй вопрос – какая-то приватность. То есть по понтону, когда кто-то ходит, и ты стоишь опять же кормой к понтону, но, блин, ты слышишь все их переговоры, все их движения, шаги и так далее, и так далее. Соответственно, когда каюта находится с той стороны, то есть ближе к фронту, ну, ты предоставлен сам себе. Когда ты в переходе, опять же, хочешь отдохнуть, над тобой работают лебедки, движения, но ты не поспишь. Можно сказать, что в носовой каюте, да, тебя подкидывает, но на лодках 44, 48, 50 футов уже нос как бы на удалении, и, соответственно, ты находишься ближе к мачте, и там нету вот такой уже дикой качки. По размеру сейчас вообще я не хочу даже обсуждать. Посмотрите на современные яхты. Вот каюта 44-го Дюфора, мастер-каюта. Вот каюта 48-го Дюфора. Она уже как катамаран. А вот у 54-го, извините, так она вообще просто комната. То есть она катамаранного такого стиля. Соответственно, по размерам тоже лодки сейчас дают фору кормовым каютам. И корма, наоборот, она сейчас закруглена. И в корме размещают тот же гараж для тузика, те же пространства для дизель-генераторов и так далее, так далее. Я не говорю, что не должны быть яхты там только такие или только такие. Но вы должны просто задавать себе вопросы, зачем и проигрывать сценарий. Если у вас сценарий не проигрывается, спросите одного, второго, третьего. Если вы спрашиваете Васильича или Михалыча, вы узнаете его реальный жизненный опыт, как, где он ходил, на чем. Если вы хотите купить BMW, а идете в гараж и спрашиваете у Михалыча, который там на «Жигули» ездил или, опять же, на BMW 2000 года, ну, ребят, это немножко не то. Либо он просто начитанный, ну, блин, ну, знаете, спросите одного, второго, третьего, зайдите на какие-то англоязычные форумы, и вот там пообщайтесь вот с людьми, и вы начнете как бы понимать, что и как и зачем. Кроме того, смотрите реально на вещи. Много мы поднимали эту тему, что универсальной яхты не существует, ребятки. Соответственно, если вы хотите себе лодку и сразу уйти в кругосветку, ну, скорее всего, такого не будет. Вы какое-то время проведете вот где-нибудь в Средиземке. Соответственно, говорите себе часто, а зачем это? Зачем это? Вот. И вы будете обрезать все лишнее, как Микеланджело, да? Как он говорил, как я создаю? Я беру кусок мрамора и отрезаю все лишнее. Вуаля, то же самое. Задавайте себе вопросы.
На десерт, друзья мои, вот я вам только что дал рекомендацию и совет. Спросите кого-нибудь об их условиях плавания, об их опыте. И вам я могу привести такой пример одного из величайших яхтсменов. Не просто яхтсменов, а семейных круизеров, да, основателя World Cruising Club, Всемирного круизного клуба, основателя ARC, Атлантического ралли для круизеров. Человека, который сделал кругосветки доступные обычной семейной паре. Вы уже догадались, о ком я, да? О Джимми Корнелле. Джимми Корнелл создавал проект Гарсия 45 для единственного своего плавания. А он хотел пройти с северо-западным пассажем на Аляску. То есть он выходил отсюда из Франции, с Нормандии, поднимался вверх, через Гренландию, через Канаду, спускался на Аляску. То есть он создал лодку для единственного плавания. Да? Вот он прошел и, кстати, ее продал. Абсолютно правильный подход. И он создал Garcia Exploration 45. И с этой версией я очень много работаю. У них есть две версии. Allures, круизники такие, и Garcia, типа вот такие защищенные. И вы посмотрите, в ней нету центрального кокпита. Потому что он также говорил, что в основном я буду сидеть вот внутри, за штурвалом он не планировал. И более того, друзья мои, там также нету кормовой каюты, при том, что у него была возможность с чистого листа сделать эту лодку. Какие еще нужны доказательства для того, чтобы понимать, что центральный кокпит, он ушел у нас в прошлое? Нет, это не значит, что не должно быть таких лодок. Вот я вам могу привести пример. Мне нравится машина Lotus 7, да? Может быть, даже я ее себе куплю, но это будет машина выходного дня. И я на ней буду со своей прекрасной половиной вот прокатываться здесь по набережной Ля-Рошеля или где-нибудь в Ницце. Но пользоваться ею круглогодично я не буду. Хотя она сделана вот по всем нормам. То есть она низкосидящая, потому что раньше так нужно было. Трубчатая рама, все. Но она уже отошла и устарела. Кроссоверы гоняют быстрее, удобнее и на бордюры не наезжают. Поэтому, ну, опять же, задавайте себе вопросы. Потому что, честно говоря, я думал, что это уже как бы отошло. Да, хороший ламповый звук, это классно, но как ни крути, мы все равно пользуемся хай-фай системами, которые сделаны уже на транзисторах, понимаешь ли, пусть даже полевых транзисторах. Вот, друзья, такие мысли. Пишите комменты. Пишите о своем опыте плавания, использовании яхт с центральным кокпитом. Буду очень рад почитать, какую-то дискуссию развить даже. А всех остальных я жду здесь, в Ля-Рошеле. Здесь у нас проходит обучение. Здесь я вам могу показать все яхты, вот абсолютно все. И здесь мы сможем с вами за бокалом прекрасного вина поговорить о центральных кокпитах, кормовых кокпитах, о носовых кокпитах, о флайбриджах, бесфлайбриджных яхтах и так далее, так далее. С удовольствием поможем вам с выбором яхты. Я, Саша Горан, и моя команда Интерпарус прощается с вами и до встречи в морях.